Итак, приступаем к разбору анимации, которую я подготовил еще в прошлом году, кажется. Ну, так, чтобы у вас было некое наглядное пособие, каким образом делается анимация. Возможно, некоторые советы вы сами будете использовать. То, что вы видите сейчас на экране, это примитивы для последующей анимации. Эти элементы планировались для использования в паке Artifix генератор, но в итоге мы решили использовать их все-таки в другом, так как там было элементов уже более 1000. С чего начинается, собственно, весь рабочий процесс? Мы копируем одну из масок и далее вставляем на тот слой, где будем делать анимацию. Видите, я уже заранее использую некие направляющие здесь, чтобы именно по центру анимация была. Плюс, видите, заранее использую вот эту вот масочку ровненькую окружности для того, чтобы не мудрить лукаво. И делаю набросочек. Здесь анимация у нас разваливается на две части, при этом сам эффект называется Fission, расщепление, да, ну тут по большому счету некая окружность расщепляется на более мелкие частицы, и при этом им не обязательно иметь форму окружности, то есть они в таком виде авоморфном. Время на анимацию где-то около 3 часов. И однажды я упоминал, что анимации, которые я делаю регулярно и знаю, каким образом анимировать, то есть я сразу же опускаю этап черновой анимации, но здесь это не так, потому что это для меня новый опыт был, и я не совсем представлял, как будет выглядеть анимация. Поэтому сначала я делал черновую анимацию, затем делал прорисовку, затем делал фазовку. В принципе, в этой анимации нет чего-то необычного. Когда мы с вами делали Liquid след, то принцип примерно такой же. Да? У нас есть некая основная масса, которая передвигается от точки А к точке Б, при этом оставляя след и уменьшаясь в размере. Под оставлением следа я подразумеваю, то есть от нее отваливаются некие частички, которые также потом постепенно исчезают. И здесь то же самое, только траектория у нас другая, плюс мы добавили дополнительный объем. Видите, здесь у нас это не просто овал, это шарообразная форма, трехмерная. Косыми чертами, вот то, что я сейчас делаю, это отмечена тень. Для того, чтобы упростить себе, можно так сказать, работу, все-таки в общем и целом это достаточно плоская картинка, потому что используется всего два цвета, то есть это основной заливочный свет и тень. Поэтому некоторые частички, они полностью заливаются, якобы находясь в тени некоторых объектов, иногда без тени, ну просто потому что захотелось, да, можно сказать, это такое стилистическое решение. Плюс вы можете заметить, что некоторые частицы соединены между собой некой соплей, да? Это как раз означает вязкость, то есть сама по себе вот эта вот масса, она имеет участки с определенной вязкостью, поэтому они вот таким образом рассоединяются. Также некоторые частицы, которые не овальные, а вытянутые, видите, у них есть тоже характерный объем, слегка приплющенный, опять же, для того, чтобы было легче показывать объем. Вот как раз здесь у нас уже второй этап начинается, этап прорисовки. И здесь, как вы видите, я сразу же начинаю работать инструментом Fillet Stroke, техника Lasso Painting, для того, чтобы не делать контуры, не мучиться потом с отдельной заливкой, а сразу же полным выделением область заливается, и таким образом экономится время. Этот принцип можно назвать скульптингом, да, то есть сначала создается какая-то форма, затем из нее вырезается все лишнее, то есть поправляется, дорабатывается. Это может быть не совсем просто, то есть все-таки нужен какой-то опыт, чтобы получалось хорошо именно этим инструментом пользоваться, но затем он вам будет очень много времени экономить, и я всячески рекомендую учиться им пользоваться.
Сначала работаем со слоем Fill. Тут в течение, наверное, 5 минут ничего интересного сейчас не будет происходить. Я имею в виду ускоренного времени. Потому что суть проста, да, то есть нужно аккуратно сделать прорисовку. Есть, конечно, свои нюансы. Из-за того, что я сразу же не очень аккуратно делал черновую анимацию, как правило, всегда возникает потребность пользоваться просветным столом. Обратите внимание, да, то есть он у меня постоянно включен для того, чтобы проверять, как анимация движется в целом. На одном-двух кадрах этого не видно, то есть периодически, когда идет такое мельтешение, да, я включаю флип, так называемый, то есть флипую, запускаю анимацию для проверки общего движения. Видите, регулярно также вращаю холст. В TV Paint это очень-очень удобная штука, и я всячески рекомендую. У нас все равно, у каждого из нас есть потребность повернуть холст. В фотошопе, в принципе, начиная с CS версии, там его всегда можно вертеть, поэтому я думаю, что вы часто им тоже пользуетесь. И здесь примерно эта функция также копируется. Очень удобно. И, соответственно, на прорисовку бывает почему даже, как правило, больше времени уходит, чем на черновую анимацию, потому что кроме того, что вам просто нужно обвести то, что вы уже санимировали, вам нужно именно сделать так, чтобы анимация была плавной, так, чтобы формы не разваливались, потому что на этапе черновой анимации куча вот этих вот неаккуратных линий, она визуально при 12 кадрах может выглядеть более-менее симпатичной, но когда вы уже будете прорисовкой заниматься, то со всеми этими проблемами встретитесь. Поправлять придется много, а это, соответственно, много времени займет. И видите еще какая проблема. В принципе, можно было бы включить инструмент Fillet Circle, то есть овал, который автоматически заливается. И периодически я его буду включать, но так как изначально у нас форма это все-таки не идеальный круг, некий эллипсовидный силуэт, то приходится вот именно ручками все делать. И вообще такие вещи, анимация, где объект рассыпается на какие-то частицы, все-таки выгоднее делать с помощью каких-то процедурных инструментов, с помощью генераторов каких-то частиц, потому что работы отнимает это много, то есть использовать генератор частиц и плюс потом делать ручную доводку. Вот смотрите, на эту анимацию всего ушло без фазовки 3 часа. На фазовку, скорее всего, выйдет еще столько же, то есть у вас день уходит на одну анимацию, это в лучшем случае. Возможно, есть какие-то более опытные аниматоры, которые значительно быстрее сделают вот конкретно такую анимацию, но тем не менее это как раз ярчайший пример вот этой вот рутинной работы, где нужно просто работать, то есть нет здесь сложной анимации, здесь есть рутина. Нужно следовать за каждой частичкой. Обратите внимание, да, то есть я не над всем сразу же работаю, я работаю над определенным блоком. Вот это, допустим, конкретная частичка, и я ее стараюсь до конца доводить. Не всегда, конечно, бывает, пропускаю, то есть для того, чтобы немножко отдохнуть от нее, посмотреть, возможно, со стороны, как она выглядит, вот именно флип сделать, посмотреть, не допустил ли я ошибок, и потом я возвращаюсь. Но, как правило, удобнее всего работать над конкретной частью, и, соответственно, об этом я уже неоднократно говорил, это и в рекомендациях есть, и в нескольких уроках об этом сказано. То есть, когда вы работаете с какой-то анимацией сложной, то лучше всего разбивать ее по частям, да, вот если есть несколько частичек у вас, которые там развалились от одной большой, то есть доведите их до конца и потом приступайте к следующей. Но опять же, когда вы будете с разными частями анимации работать, у вас в голове картинка уже готова. Для этого мы делаем планирование, подготовку к работе, делаем тамнейлы,
делаем концепты для того, чтобы представлять, как она будет выглядеть, а не так, что вы сначала начали делать анимацию с одной частицы, да, закончили ее, потом добавили другую. То есть все должно планироваться по ходу, вот именно, по ходу работы. И здесь у нас начинается шейдинг. Сам процесс довольно-таки простой. Мы регулярно его повторяем. Нужно сделать слой fill масочкой, то есть основной наш слой. Затем создать новый слой, и он у нас будет уже вот как раз основой для шейдинга. Это либо тень, либо какие-то блики, все что угодно. Здесь не совсем правильная тень, несмотря на то, что как бы есть явно видимый источник сверху, и есть тени, подчеркивающие это. Видите, в середине у нас все залито. Это я уже, как говорил, это якобы стилистическое решение, потому что я так захотел. И, в принципе, визуально это ну, не противоречит моему желанию, да, потому что почему, то есть я не, как бы стилистическое само по себе решение, оно должно быть более-менее грамотным, да, ну сами понимаете. Изначально моя идея вот этой вот тени, она была иной, да, то есть изначально это было свечение, но я подумал то, что анимация может быть многофункциональной, и пользователь может использовать ее, вот как бы сделав либо тень, либо свечение. Да, то есть у него есть две возможности, поэтому слегка вот такое вот странное решение получилось. Но оно, говорю, тем не менее не противоречит общему стилистическому решению. Если мы используем это как тень, то у нас источник находится сверху, и при этом центр, возможно, может быть просто какого-то другого цвета. Если это засветка, то у нас есть источник света, который находится в центре, и, допустим, вот эти вот полностью залитые частицы, они, возможно, также могут быть вот этим вот накаленным источником, от которого исходит какой-то свет. В данном случае здесь тени могут быть также, это просто область, от которой отражается вот этот вот свет. То есть, в принципе, все окей выглядит. И обратите внимание, какие заусенчики я делаю, да, то есть небольшие отступы для того, чтобы подчеркнуть объем. Если вы будете все вот именно грубо заливать, то, скорее всего, этого объема не будет. Все равно должны какие-то вот эти вот светлые области оставаться для того, чтобы анимация выглядела более-менее детальной и виден был этот объем. Здесь уже кашка такая получилась, потому что нет вот этих вот рефлексов, подчеркивания объема, поэтому, видите, сначала я залил, а потом уже начинаю вот эти вот детали добавлять. Вот такие, как правило, детали уже, тени и прочее, они приходят в течение работы. Ну, просто если заранее не продумал их, по идее, правильно, конечно, было бы продумывать полностью, но здесь это не совсем так было. Я решил на волю случая это отдать, то есть попробовать придумать решение в ходе работы. Ну, в итоге получилось так, и вроде бы неплохо вышло. Разумеется, что с первого раза все детали вы не сможете заметить, и, возможно, будут какие-то ошибки. Возможно, даже когда вы 10 раз пройдете и некоторые ошибки не заметите, это ничего страшного. В принципе, главное, чтобы целостное впечатление от анимации было вот таким благоприятным. Видите, я возвращаюсь в начало, смотрю, как лучше сделать шейдинг для какой-то определенной частички, потому что это изначально мне не понравилось. И это также абсолютно нормальный процесс, когда вы возвращаетесь к работе. Все. Надеюсь, это видео было полезным.